Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Начинаем, как всегда, вебинары, посвященные здоровью, которые мы проводим во вторник в 12 часов. Итак, сегодняшний наш вебинар, он будет посвящен, наверное, одному из самых монументальных и, наверное, одному из самых ярких убийц людей — сахару. Я думаю, что автомат Калашникова, водородная бомба, ядерная бомба, а также всевозможные виды оружия, а также войны, которые когда-либо проводились на Земле, не убили такое большое количество людей, как убил самый обычный сахар. Дело в том, что существует некое такое понимание в медицине, оно называется инсулинорезистентность. Существует, ну как бы существует, я так думаю, клиническая инсулинорезистентность. Это когда не определяется в крови наличие инсулина. И клиническая инсулинорезистентность — это когда внешне или клинически можно определить, что человек склонен к инсулинорезистентности, и ему необходимо что-то с этим делать. Давайте я сегодня скажу о некоторых признаках инсулинорезистентности, и мы все вместе поймем, что после 40 лет, а также на протяжении всей своей сознательной жизни мы страдаем инсулинорезистентностью. То есть по-русски это звучит так: переизбытком углеводов и недостаточностью их расщепления. Дело в том, что как только появляется у человека инсулинорезистентность, то у человека появляется ряд симптомов, которые мы все наблюдаем. Их очень много, и они все абсолютно подходят совершенно каждому человеку. Итак, папилломы и красные папилломы и родинки на теле являются признаками инсулинорезистентности. Усталость после каждого приема пищи, появление жировых отложений. Почему? Инсулин участвует в расщеплении жиров, именно поэтому при приеме углеводов у обычного человека происходит отложение, это в виде жировой складки нижней части живота. Очень часто я вижу таких людей или таких пациентов, которые сами по себе худенькие, но у них нет мышечной массы, то есть у них ригидная мышечная масса, при этом небольшой живот, что говорит о том, что они уже страдают инсулинорезистентностью. Причина лице, прыщи по всему телу, это является инсулинорезистентностью плюс гормональным сбоем, который я часто наблюдаю у молодых людей. Отсутствие мышечной мускулатуры, невозможность вылечить гипертоническое заболевание, то есть использование гипертензивных препаратов не дают свой эффект. Это усталость после приема пищи, появление артериального давления, выпирающий живот, аллергия и увеличение аллергии, сонливость постоянная, угри на лице, темные пятна в складках, шелушение локтей, появление перхоти на голове, появление перхоти по телу, всевозможные экземы и даже, я так думаю, псориаз. Все является следствием инсулинорезистентности клинической. То есть, возможно, утром натощак вы сдадите или проведете исследование крови, и скорее всего вы не найдете у себя инсулин в крови. Но дело в том, что он может появляться на протяжении дня очень часто. С чем это связано? Давайте я сегодня скажу несколько слов, а также дам вам рекомендации по питанию, а также дам рекомендации по употреблению своих препаратов. Давайте еще раз я перечислю основные симптомы. Это ожирение, это похудение, целлюлит. Далее это излишний вес. Дальше сонливость после приема пищи, угри на лице, появление перхоти, появление экзем, появление нейродермитов, перхоть, сибарейные дерматиты, аллергии, дополнительные аллергии, которые прибавляются к тем аллергиям, которыми вы уже страдаете. Далее выпирающий живот, появление кандилом, папиллом, грибковые заболевания. Все является следствием инсулинорезистентности.
Сейчас, когда люди находились у себя в своих квартирах во время карантина, ну, в общем-то, и сейчас находятся, то у каждого человека есть такое свойство. Мы балуем себя быстрыми углеводами. То есть мы позволяем себе пить чай с сахаром, а юноши или девушки в надежде того, что они могут похудеть, начинают худеть на углеводной диете, при этом не используют белковую пищу, при этом в их пище обычно быстроуглеводная пища вместе с жирной пищей, что и приводит к появлению вот такой инсулинорезистентности, которая в дальнейшем, скорее всего, приведет к метаболическому синдрому, в дальнейшем приведет людей к тому, что они после 40 становят у людей, которые страдают именно такими инсулинорезистентностью, у этих людей появляются в дальнейшем такие заболевания, как артериальная гипертензия, ожирение, целлюлит, избыточный вес, аллергия, аллергический ринит, гайморит, псориаз, появление нейродермитов. Даже похудение у таких людей может быть связано все равно с появлением артериального давления, которое не лечится, с появлением аллергии, которые невозможно вылечить. И во всем этом виновата глюкоза. Дело в том, что глюкоза, она приводит к тому, что появляется инсулинорезистентность. В дальнейшем это может привести к артериосклерозу, к появлению атеросклероза, к появлению тяжелейших проблем, связанных с конечностями. Очень часто холодные ноги, холодные руки, вегетососудистые дистонии, спазмы сосудов, падение зрения, падение слуха, шум в голове может являться просто признаками неправильного питания, недостаточной активности. В дальнейшем инсулинорезистентность может привести к хроническому панкреатиту, также может привести к сахарному диабету второго типа. Если к этому добавить нервные стрессы, а также гормональные всплески, то может появиться метаболические синдромы, которые в дальнейшем могут привести к самым тяжелым заболеваниям, включая формирование высокого холестерина, липопротеидов, высокой и низкой плотности, низкой особенно плотности, к появлению тяжелых поражений печени, к жировому гепатозу печени, к сахарному диабету, ну и так далее, к ряду в большинстве своем заболеваний, которыми болеет наша цивилизация, обычно и приводит неправильное соблюдение диеты, отсутствие физических нагрузок, а также отсутствие кислорода. Таким образом, можно сказать, что в случае, если у человека в его рационе питания будет присутствовать большое количество углеводов, то вылечить свои заболевания у вас не будет никогда никакой возможности. Просто это знайте. То есть, как бы вы ни сражались дома за свое здоровье, начинайте всегда лечить абсолютно любые или, в общем-то, все заболевания. Начинайте лечить с ограничения себя в углеводах. То есть, старайтесь не кушать очень активные углеводы. Есть такие продукты питания, которые после даже 30 лет достаточно опасные. Это самые безобидные продукты питания, к которым мы привыкли. Это печенье с чаем сладким, это вафельки, конфетки, это, конечно же, шоколад, который ни в коем случае нельзя кушать ни в каком виде. Это, конечно же, подслащенные, это джемы, повидлы, печенье. То, к чему мы привыкли, в общем-то. То есть, когда человек хочет кушать, он обычно это и ест. Даже, я считаю, йогурты, в которые добавлены подсластители, при этом там, в виде джемов, они, я считаю, для человека не нужны и очень опасны. В дальнейшем могут привести его к появлению, нарабатыванию и четкому влиянию вот такой инсулинорезистентности, которая в дальнейшем фактически не будет ничем лечиться. Что необходимо делать? Наверное, хочется задать мне этот вопрос. Рассматривать этот вопрос необходимо с 4 элементов или с 4 идей. Ну, на первое место давайте поставим все-таки убирание или устранение или уменьшение принятия углеводной пищи. При этом я считаю, что там вареный картофель или каша, они возможны и разрешены. А вот активные углеводы, такие как мороженое, как
конфеты, печенье, сладкий чай, сахар в чистом виде и любые производные глюкозы, я считаю, для человека не очень нужны. На второе место нужно поставить наличие белковой пищи. Конкретно в наших случаях или в нашем питании очень часто отсутствует белковая пища. Также мы недополучаем белковой пищи, как правило. Поэтому я хотел бы вам рекомендовать поставить на второе место принятие белковой пищи. Конечно же, хочется отметить, что белковая пища в целом, она является для человека дорогими продуктами. Поэтому человек обычно неосознанно и выбирает вот такую простую пищу, в которой в основном входит там картофель жареный, там какие-то овощи, ну и высококалорийные продукты питания, такие как то сгущенка или печенье, или конфеты, или шоколад, или молочный шоколад и так далее. То, что любят обычно подростки. И именно в подростковом возрасте и формируются вот такие проявления инсулинорезистентности, которые в дальнейшем уже к 25-30 годам могут привести к появлению сахарного диабета второго типа, ожирению, к появлению ухудшения зрения, появлению кожных заболеваний, аллергических заболеваний, усталости ребенка, в дальнейшем взрослого. И никто на это не обращает внимания. Конечно же, хочется задать вопрос, как мы принимаем или как мы получаем белок. Ну, конечно, количество белковой пищи достаточно мало и достаточно дорого она стоит, но стоит учитывать, что она все же нам необходима. На первое место я бы поставил все-таки дополнение к своему обычному питанию, принятие дополнительного питания, которым являются белковые коктейли. Я считаю, что у человека, у которого есть те симптомы, о которых я сегодня говорил, этому человеку необходимо, первое, добавить прием белковой пищи в виде вот таких белковых коктейлей. В нашей компании есть 4 вида белковых коктейлей. Это белковый коктейль Star Whey Platinum, который более необходим спортсменам, Star Whey Серебро или Gold, который необходим людям, у которых есть проблемы, связанные с суставами, опорно-двигательной системой, позвоночником. И Star Whey Серебро, который необходим больше тем людям, у которых есть проблемы, связанные с щитовидной железой, с поджелудочной железой, с мышечной массой и так далее. Также есть еще дополнительный препарат с огромным содержанием аминокислот, который называется, как он у нас называется, этот Energy Life. В нем находятся все аминокислоты, которые необходимы человеку. Я считаю, что можно употреблять или добавить к рациону своего питания с целью борьбы с инсулинорезистентностью. Белковые коктейли я, допустим, бы выбирал, допустим, Star Whey Gold и коктейль Energy Life. Energy Life с аминокислотами поможет расщеплять белки. Также в Energy Life находятся все аминокислоты, которые необходимы для восстановления нашего организма. На третье место я бы поставил прием витаминных комплексов, а также прием минерал содержащих комплексов. Минерал содержащие комплексы — это препарат Минераликс, и витамин содержащий комплекс витамином А и Е, который являются антиоксидантами. Это мой витаминный комплекс, который называется Супра. Таким образом, я бы восстановил свой организм с позиции минеральной недостаточности, а также витаминной недостаточности и белковой. Ну и в дальнейшем я бы начал принимать следующие препараты. На первое место я хочу поставить GL-Norm. Это препарат, который напрямую борется с глюкозой в крови, также помогает устранить такое заболевание, как сахарный диабет второго типа, а также справиться с общим ожирением и инсулинорезистентностью. Второй препарат — это гликоцитрохромин, по 1 столовой ложке на стакан воды 2 или 3 раза в день, который конкретно убирает инсулинорезистентность. Это заметно после первого приема данного препарата. Далее жир-стресс, препарат, который очень эффективно будет бороться с жировой прослойкой живота, что по идее и убирает у человека инсулинорезистентность. Ну и, конечно же, бетулин для восстановления печени. Также
Для того, чтобы устранить это эффективно и быстро, я бы порекомендовал делать вот такие необычные ингаляции. Это ингаляции с водкой. Ингаляции с водкой по 5 минут в день в ингаляционном компрессоре снимут или снизят сразу же холестерин низкой плотности, вернее липопротеиды низкой плотности, холестерин. Также снижают, как ни странно, инсулинорезистентность. Я в дальнейшем об этом скажу. Инсулинорезистентность может являться еще и синдромом гормональных всплесков, особенно в молодом возрасте, точно так же, как и в более взрослом возрасте. Именно поэтому женщинам с целью борьбы с инсулинорезистентностью я рекомендую использовать препарат «Женское здоровье», а мужчинам препарат «Трибулус». Ну и на последнее место я хочу поставить все-таки стрессовые ситуации, которые приводят к появлению выделения кортизона, что в свою очередь ухудшает формирование глюкокортикостероидов в нашем общем метаболическом цикле нашего организма или обмене веществ. Тем самым это приводит к тому, что как бы изнашиваются, уничтожаются бета-клетки, которые находятся в поджелудочной железе. И именно поэтому я рекомендую использовать капли, допустим, капли Мирмил или капли Дипренга, для того, чтобы улучшить общее состояние. Ну и на последнее место можно поставить смеси общего действия. На первое место я бы поставил все-таки популин. Это экстракт коры осины в жидком виде. Очень уникальный препарат с древних времен. Он успокаивает нервную систему, убирает панические атаки, снижает вес у человека, уменьшает объемы тела, улучшает общее состояние. Ну и, конечно же, первое — это прием препаратов, или наоборот. Первое — это соблюдение диеты, второе — это прием препаратов. Третье — это активное дыхание, это очень важно, чистым воздухом. И четвертое, возможно и самое главное, это физическая активность. Поэтому, когда вы приходите куда-то и начинаете говорить, там, у нас псориаз, у нас экзема, нейродермит, мы болеем перхотью, или помогите нам от угрей, или давайте снизим вес, или давайте попробуем избавиться там, от зуда, от грибка на ногтях, от кандидоза, от вагинитов. У женщин это еще и часто инсулинорезистентность приводит к появлению полипов, появлению миом, появлению видоизменения слизистой оболочки матки и так далее. Это все может привести в дальнейшем к появлению вот таких тяжелых заболеваний. И лечить необходимо именно начиная с диеты, с рациона питания, с физических нагрузок и с использованием белковых коктейлей. Именно поэтому я рекомендую начинать именно с этого, не бояться, начинайте увеличивать прием белковой пищи. А теперь я отвечу на вопросы, которые вы задаете. Надеюсь, вам это было сегодня интересно. Являюсь ученицей моей дочери, спрашивает Светлана, уже много времени вши. Пользуемся всем, что есть в аптеке, и народными средствами, ничего не берет. Что вы посоветуете от вши? У меня голова чистая. В случае, если у ребенка вши, то на первое место нужно поставить устранение глюкозы. Второе. Обязательно ребенку необходимо улучшить иммунитет. Каким образом? Начинайте давать эмбрио-коктейль по четверть чайной ложки на стакан воды, желательно 2 раза в день. Вот тогда вы сможете улучшить и убрать состояние вши. Почему вши появляется? Волосы становятся покрытые воском. Когда волосы становятся жирными и покрываются воском, что является как раз инсулинорезистентностью раз и гормональным стрессом 2. Также, я забыл сказать, кстати, прием витамина D3 йод для вашего ребенка, прием витамина «Женское здоровье», а также прием смеси лекарственного трава популин может без инсектицидных способов устранить ее вши. Попробуйте сделать вот так. Какие инсектициды при этом можно использовать? Полынь лучше всего. Нужно заварить полынь. После этого, первое, нужно обязательно обработать волосы содой.
обязательно обработать волосы содой, при этом несколько раз. Сделать содовый раствор воды, желательно теплый. После этого необходимо вот таким содовым раствором многократно прополоскать волосы. Второе. Вымыть их любым мылом, желательно хозяйственным. После этого смыть обязательно содовым раствором. Третье. Использовать любые подкисляющие вещества. Подкисляющие вещества — это может быть сок лимона. Смазать соком лимоном и только после этого нанести раствор полыни на волосы, после чего вшей, скорее всего, не будет. Опять-таки, вши является как бы признаком того, что не хватает йод-содержащих препаратов или продуктов. Также говорит о очень мощном гормональном росте ребенка. Ну и на третье место это, конечно же, инсулинорезистентность, увеличение белков, устранение глюкозы. Вот так. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Мне 31 год. Поставили диагноз хронический простатит. Плохая эрекция. Если пролечусь от простатита, восстановится ли потенция? Да, потенция восстановится, если вы пролечитесь следующим образом. В нашей компании есть капли. Сейчас я их найду. Называется Либикс. Используйте вместе с препаратом аденомид и мускусом Либикс. Четверть или половина пипетки данного препарата на стакан воды. Выпивать 2 раза в день. Принимать препарат аденомид 2 таблетки 3 раза в день. Принимать мускус по 1 чайной ложке 3 раза в день. Желательно еще ректально через день вводить ректально свечи мускусные. Это все вылечит, скорее всего, ваш простатит. Очень быстро, очень эффективно. Очень рекомендую. Как вы относитесь к применению соды внутрь по утрам? Если человек принимает соду, у него будет увеличиваться размер лимфатической системы. В случае, если человек пьет соду, он должен быть готов к тому, что у него будут увеличиваться лимфоузлы. Это не всегда хорошо, так как увеличение лимфоузлов может привести к тяжам лимфоузлов, а также появлению таких отечных рук, отечных ног, к появлению лимфостазов. Также увеличение лимфатической системы может привести в дальнейшем к появлению ощущения холода в теле, к появлению увеличения слизи, может быть синдром хронического отека носоглотки, может появиться ощущение боли при глотании, появиться диарея или запоры. Это все будет просто синдромом увеличения лимфатических узлов. В случае, если вы пьете соду, обязательно на протяжении дня пейте уксус. В случае, если вы будете пить уксус, он будет увеличивать кислотность крови, в то время как вы будете подщелачивать свою лимфатическую систему. Вот в этом случае как бы включается вот такой двойной насос. Если лимфосистема у нас щелочная, то кровь у нас обычно кислая. И не наоборот. Это нормальный процесс жизнедеятельности человека, когда человек может за счет этого стать здоровым. Именно поэтому при употреблении соды нужно в другое время употреблять уксус. Таким образом кровь возьмет свое, то бишь кислотную реакцию, а лимфоузлы возьмут или лимфатическая система возьмет свое, то бишь щелочную составляющую соды. Ну и в дальнейшем и одно и другое может послужить для вас гарантом улучшения общего состояния вашего организма. Когда говорят, что лучше защелачивать и закислять, то никто не может додуматься, что и одно, и другое для человека также важно. И защелачиваться, окислять кровь — это все очень важно. Когда человек принимает щелочь, он защелачивает лимфатическую систему. А когда принимает кислоту, он окисляет кровь. Потому что щелочь берется лимфой, а кислота берется кровью. Именно поэтому в случае, если вы хотите принимать соду, хорошо. Но тогда не забудьте принимать что-то кислое на протяжении дня. Допустим, лимонный сок или даже уксус и так далее. Трава железица крымская. Это то же, что и трава железняк. Да, в народе называют жидовник.
Произрастает в Крыму, очень красивая, похожа на минору с розовыми или красными цветочками. Она очень твердая, обычно животные ее не едят из-за того, что она как палка. В случае, если ее сушить, то она должна начать растрескиваться, и вокруг нее должно появиться большое количество мыльной пыли. В случае, если трава высохла до возникновения вот таких пылевых или мыльной пыли, то это говорит, что эту траву уже использовать не стоит. Обычно трава в сыром виде режется, после этого складывается в пакеты закрытые, ну, верхняя часть пакета открытая, и она в таком затемненном пространстве должна высохнуть. И в дальнейшем можно использовать великолепное растение для убирания язвенного заболевания двенадцатиперстной кишки. Татьяна. Здравствуйте, Андрей Андреевич, я ученица, прошу помощи для дочери. Ей 15 лет, у нее гастроэзофагиальный рефлюкс с эзофагитом приобретенный. После каждого приема пищи ей становится очень плохо. Еда вместе с желчью забрасывается в рот, клапан не удерживает. Приобрели каолин, пьет по инструкции. Что еще можно делать? Каолин вы должны пить не так по инструкции, как я говорю, а так, как сейчас расскажу. Принимайте каолин следующим образом. 1 столовая ложка каолина на 0,5 литра воды. Принимайте по 1 стакану с добавлением в 1 стакан 1 чайной ложки лангина. Также начните принимать препараты «Здоровый желудок», «Бактамакс», «Эмбрио плюс», «Лунглин», лучше не лунглин, а ликалила. А также начинайте принимать популин по 1 чайной ложке. Можно разделить по четверть чайной ложки 3-4 раза в день. Также ограничивайте употребление сладкой пищи обязательно. И еще обязательно начните улучшать иммунитет. Я рекомендую капли Иммусил. Капли для улучшения иммунитета. Таким образом, другой способ. Антитокс. Но его пить невозможно. Обязательно принимайте антитокс хотя бы 1 чайную ложку 1 раз в день. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как работает ваш препарат Жир-стресс. Нужно ли обязательно соблюдать употребление за 30 минут до еды, как написано на баночке? В препарате антитокс, в препарате, который называется Жир-стресс, находится 3 основных компонента. Эти 3 основных компонента являются мощнейшими имеют мощнейшие ярко выраженные антиоксидантные свойства. Первое это бетулин, который приводит к улучшению функциональной деятельности печени, который приводит фактически к тому, что начинает расщепляться холестерин, улучшается расщепление белка, улучшается общая работа по депонации токсических элементов из крови или веществ из крови. Второй называется, сейчас я открою, я не помню, что там у нас в составе. Ликопин, по-моему. Второе вещество это ликопин. Ликопин является мощным антиоксидантом, который тоже действует на селезенку, поджелудочную железу. Сейчас. В целом препарат Жир-стресс мной разрабатывался не как препарат для похудения, а как препарат, который способен убрать сахарный диабет 2 типа. В этом препарате находятся вещества: кора крушины, бетулин, кукурузные рыльца, цикорий, черника, каолин, ягоды черной бузины, экстракт зеленого чая, клопчатка и, насколько я помню, ликопин еще там находится. Таким образом, в случае, если взять все эти препараты, кора крушины имеет слабительное свойство, бетулин нормализация работы печени, кукурузные рыльца снижают аппетит, регулируют уровень глюкозы в крови. Кстати, я всегда говорил, что кукурузные рыльца, если их заваривать и прикладывать к псориатическим бляшкам, помогает. Принимать кукурузные рыльца в виде вот такого питья снижает глюкозу, убирает инсулинорезистентность. То же самое происходит с цикорием. В случае, если человек нервный, то у этого человека, скорее всего, очень повышенная инсулинорезистентность или даже глюкоза в крови уже. Потому что это первые признаки того, что у человека неправильное питание. Ожирение, увеличение объема живота, как женщины говорят, спасательного круга.
увеличение нервных состояний, невозможно себя держать в руках, раздражительность, это все инсулинорезистентность. Лучший препарат даже придумать нельзя. Ноги крутит. Это все может убрать вот этот препарат жирстресс. Ну и побочный эффект этого препарата или данного препарата — это снижение веса, это устранение артериосклероза, это устранение стенозов сосудов, это восстановление там хрящевой ткани и так далее. Татьяна Крылова пишет: вот, после перелома ноги набрала 8 килограммов, 6 месяцев сидения дома. Принимала жирстресс 2 месяца, по 3 таблетки 3 раза в день, плюс гликоцитрохромин брызгала в рот. Похудела на 7 килограммов при низкой активности. Великолепно. Здравствуйте, Андрей Андреевич, спрашивает Нина Шаповаленко. Скажите, пожалуйста, как принимать эмбриоклеточный концентрат со стволовыми клетками и каков курс лечения? Спасибо. Для того, чтобы... Что это вообще такое? Это стволовые клетки. Они уникальны тем, что они являются нереферентными клетками для нашей иммунной системы, которые становятся нам необходимыми, для нашего организма необходимыми клетками. Вот смотрите, у вас не хватает иммуноглобулинов. Принимая стволовые клетки, они становятся вашими иммуноглобулинами. У вас низкое содержание лимфоцитов, они станут лимфоцитами. Низкое содержание гемоглобина или эритроцитов или чего-либо, они станут именно тем, что вашему организму необходимо. Так как они стволовые, они в процессе зарождения, попадая в наш организм, они фактически обычно становятся нашими иммунными клетками. Они еще и становятся нашими бета-клетками поджелудочной железы, которые участвуют в формировании островков Лангерганса. Они могут являться для нас клетками нашей щитовидной железы, которые фактически будут участвовать в метаболизме нашего организма, в формировании гормонов щитовидной железы. Которые могут участвовать в дальнейшем формировании общего иммунитета, улучшении общего состояния. По словам людей, которые принимают длительное время данный препарат, даже по четверть чайной ложки на стакан воды за 2-3 месяца исчезает седина, уменьшается вес, человек начинает очень молодеть, заметно начинает лучше себя чувствовать. Я считаю, это очень гениально, создание именно вот таких веществ. Я могу сказать, что сам я использую данное вещество по очень маленькому количеству, то есть я использую не больше, чем пол-пипетки на стакан воды. Использую я это на протяжении 2-3 месяцев. Какие показатели? Улучшилась потенция, исчезли седые волосы, начали расти волосы на голове. Ну, в общем-то, я подхожу уже к 5-му десятку лет, общаясь со своими одноклассниками или со своими друзьями, которые имеют такой же возраст. Они обычно удивляются тем, что я без особых усилий, не изменяя образ жизни, в общем-то, выгляжу гораздо моложе, как им кажется, я сам этого не замечаю. То есть они говорят, что возраст у меня на 30 лет, хотя мне уже в этом году уже будет 5-й десяток, знаете, и глядя на все это, я просто понимаю, что в этом всем участвует, наверное, или заслуга этого всего, скорее всего, заключается в стволовых клетках. Также применение более большого курса стволовых клеток с увеличением приема стволовых клеток, а также ингаляции стволовыми клетками помогают человеку устранить метастазы, которые появляются во время перенесенного заболевания или во время болезни рак. Также в комплексе с приемом химиотерапии помогают очень восстановиться. Также при гематологических проблемах или онкологических гематологических заболеваниях является веществом, которое очень активно и очень прямо так ярко помогает устранить и вылечить то заболевание, которыми болеет человек. Какие противопоказания? Совершенно никаких, совершенно безопасно. Можно принимать и взрослым, и детям во время вирусных заболеваний, простуд, при ожирении, при похудении, недостаточной мышечной мускулатуре и так далее. Минус этого препарата — высокая стоимость. Все.
Все, других минусов нет. Почему высокая стоимость? Для изготовления 100-граммовой бутылочки экстракта эмбриональных клеток необходимо использовать не менее, ну, по-моему, там 300 или 400 зародышей перепелов. Таким образом, перепела при этом кормятся у нас хлореллой, кормятся веществами с высоким содержанием хлорофилла. И стоимость изготовления этого всего, инкубация, после этого создание экстракта, после этого обработка и создание из этого всего вот такого препарата, это, в общем-то, такой процесс тяжелоемкий, сложный и, в общем-то, дорогой. Ну и поэтому стоимость вот такая высокая, не для всех. Но, тем не менее, даже полпипетки данного препарата на стакан воды помогает почувствовать эффект уже на протяжении первых 2-3 недель. При псориазе очень рекомендую, при высоком холестерине, при сахарном диабете, при автоиммунном тиреодите, при всевозможных заболеваниях, при аллергии, при заболеваниях ногтей, ну, при чем угодно. Эля, здравствуйте, Андрей Андреевич, с 10 лет болею гипотиреозом, пила гормоны, но потом бросила. Спустя 20 лет я ничего не пью, и на сегодня у меня ужасное состояние. Ну, конечно. Волосы 2 года выпадают, осталось треть, ногти не растут, сон ненормальный. Врачи говорят пить гормоны, а я не верю. Скажите, можно ли все-таки вылечить аутоиммунный тиреоидит с помощью ТФ? Чем именно? Спасибо. Сегодня я говорил об инсулинорезистентности. Если у человека формируется инсулинорезистентность, то бесполезно лечить аутоиммунный тиреоидит. И начинать необходимо. Вначале появляется инсулинорезистентность, в дальнейшем появляется метаболический синдром, после чего появляется аутоиммунный тиреоидит. Это все может быть связано с большим количеством процессов в организме. С чего необходимо начинать? Мои рекомендации. На первое место эмбриональные клетки, ингаляции с эмбриональными клетками, а также употребление эмбрионального коктейля. Можно по 1 пипетке на стакан воды 2 раза в день. Далее, или там по 1 пипетке на ложку с водой или там соком 2 раза в день. Ограничение употребления глюкозы, увеличение приема белковой пищи. Третье, употребление препарата D3 йод, употребление препарата тератозин, лапчатка, использование каплей имусил, препараты иммуногрант, битулин, парные очень хорошо. Дальше минераликс и грандис. Также женское здоровье и сирантал. Вот так. В случае, если это все вам не подходит, то начните все-таки принимать гормоны. Потому что лечение ваше, оно должно длиться не менее 2 месяцев. И оно будет недешевым. Татьяна Пись, здравствуйте. Подскажите, в четверг вы будете проводить обряд откуп от зла? Вы такой обряд не проводили для нас, кто проходил 5-ю ступень? Проводил. Или это совершенно новый обряд? Нет, это тот же, который был на 5-й ступени. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Проблемы с щитовидной железой. Аутоиммунный тиреоидит щитовидной железы. Не могу избавиться от комедонов. Жирная кожа, всегда повышен пролактин. ДГЕ. Заранее спасибо. Вот то, что я сегодня говорил, исключительно все было сказано для вас. Начинаете смотреть данное видео с самого начала и начинаете лечить не аутоиммунный тиреоидит, а начинаете лечить инсулинорезистентность. И тогда аутоиммунный тиреоидит сам по себе исчезнет. Плюс к этому добавляете препарат тератозин и плюс к этому добавляете препарат D3 йод. Лечусь экологично. О, супер. Здравствуйте, Андрей Андреевич. При лечении ячменя на нижнем веке использовала капли лангин и практику из 1-й ступени. Ячмень быстро рассосался. Сейчас, чтобы не было рецидива глазных заболеваний, продолжаю закапывать лангин в профилактических целях. После закапывания в глазах ощущение соринок под верхним веком, сильный зуд. Нельзя, не закапывайте, я не разрешаю вам. Эти капли, они не для того, чтобы закапывать. Ими можно только веко смазывать нижнее и все. А прямо в глаз не нужно. Это препарат
продолжает исцелять и просто нужно перетерпеть. Нет, нет, препарат Лангин, он не предназначен для закапывания в глаза, но им можно протирать нижнее веко. Далее, как убрать все-таки заболевания конъюнктивиты, сделать так, чтобы их больше никогда не было. Сделайте ингаляции серебро германий по 10 минут, 10 дней подряд. Все это время, или второй вариант, ингаляции с эмбриональными клетками, или третий вариант, пропейте препарат ГВИ и гемартан. Гемартан препарат, который очень влияет на, как бы устраняет и улучшает общий иммунитет человека, при этом убирает заболевание стафилококк. В случае, если есть стафилококк, а он есть у всех, препарат гемартан, который необходимо принимать следующим образом: 6 таблеток на ночь и по одной таблетке утром и в обед. Вот если принимать хотя бы 10 дней, то конъюнктивитом больше или более никогда болеть не будете. Кстати, конъюнктивит — это первые признаки как раз инсулинорезистентности. Так как инсулинорезистентность создает в дальнейшем аллергию, а аллергия приводит к формированию блефорита или по-другому конъюнктивита и так далее. Мария Шигетти. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Уже больше года, как пережила предательство близкого человека. Результат: чего резко и сильно похудела и никак не могу поправиться. Аппетита нет, мышцы ослабли. Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь. Начните обязательно принимать белковые коктейли. Это обязательно. Второе, принимайте препарат Гормонорм и Грандис. И вы наберете вес, мышечная ткань появится, общее состояние улучшится. Почему вы похудели? Начал выделяться кортизон. Кортизон за счет того, что человек имеет стресс, начал высушивать вашу белковую ткань, а жировая ткань осталась. И вы превратитесь, конечно, в некрасивую женщину, где будет очень много мягкой жировой ткани, так как она не способна сокращаться, и отсутствие белка. Что может вам помочь? Наличие или употребление белковых коктейлей. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Я Наталья, 53 года. Давно страдаю ЖКТ, панкреатит, холецистин, ГЭРБ. Спайки в кишечнике. Был стресс, и сейчас ночью в 3-4 часа в центре живота ноющая боль до обеда. Может продлиться. Стул по утрам есть. После есть отрыжка, урчание. Бывает еще болит в области крестца. Сказала панкресорб, посоветуйте, как быть. Родинки на животе. Сегодня все, что было сказано про инсулинорезистентность, сказано для вас. Болит крестец, появляются прыщи на ягодицах, появляются вот такие гастрорефлюксы и так далее. Это все проявление инсулинорезистентности. Принимайте не панкресорб, а принимайте гликоцитрохромин, принимайте ГЛ-норм, белковый коктейль, устраняйте или убирайте употребление глюкозы критически. Становитесь тем человеком, кто следит за глюкозой, увеличивайте физическую активность. Это вас спасет. Других методов никаких. Никакие таблетки не помогут. Медицинские препараты, ну я не знаю, можно посоветовать метформин, допустим, или глюкофаж. Но дело в том, что у них есть побочные эффекты. Все-таки это фармакологические препараты, химические, имеют побочные действия. Но с моей стороны я бы не рекомендовал. Ирина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. На протяжении последних 5 лет стали увеличиваться эритроциты. Сейчас 6,15. Расти гемоглобин. Сейчас 170. После обследования ставят эритроцитоз. Но для подтверждения диагноза предлагают взять пункцию из грудины, пока побаиваюсь идти на эту процедуру. Также дерматолог ставит розацею лица, беспокоит покраснение лица, особенно после еды. Также с детства мучает синдром беспокойных ног. Мне кажется, что эти заболевания имеют один корень. Порекомендуйте ваши препараты. Да, этот один корень — это инсулинорезистентность, о которой я сегодня говорю. Все, что вы перечислили, убирается, если все мои рекомендации, о которых я сегодня говорил, использовать. Я говорю вам это искренне, то есть начните использовать гликоцитрохромин, белковый коктейль, ГЛ-норм.
Начните использовать препараты для успокоения, допустим, там Серантал. Дальше пейте минеральный комплекс Минераликс, принимайте супровитамины. Начните пить каолиновую воду, 1 столовая ложка на 1 литр воды по стакану 1 раз в день. Принимайте жир-стресс препараты. Какие народные способы? Ну, народный способ может быть такой. Сейчас есть растение, оно как раз выросло, оно называется колокольчики. Я не знаю, как оно правильно называется. Сейчас я скажу, я не помню название. Можно заваривать, не заваривать, а насушить этих колокольчиков. Сейчас правильное название. Колокольчик. Нет, нет. Я специально, я немножечко не приготовился. Сейчас я обязательно вспомню, как он называется. Нет, не колокольчик. Андрей Андреевич, детский гемортан также принимать с 6 таблеток? Нет, детский гемортан 3 таблетки на ночь и по 1 утром в обед. Как избавиться от хронического насморка? Посоветуйте. Трангиновые капли, а также трангиновые капли 3 раза в день, а также капли эмбрионазин спрей 1 раз. Это уберет у вас хронический насморк. Здравствуйте, Андрей Андреевич, спрашивает Борис. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от геморроя? Мази, свечи, таблетки. Ничего не помогает. Ваши препараты не принимают. Ландыши. Не, ландыши это наперстянка, что-то другие. Не принимаю, не знаю какие. Я очень рекомендую использовать мой препарат Гемморфит. Гемморфит использовать необходимо по 3 таблетки 3 раза в день. Второй препарат. Звездочка вьетнамская. Смазывать сфинктер заднего прохода после каждой дефекации. Третье. Можно ставить кусочек сала присоленного на ночь. Это очень способствует заживлению геморроидальных узлов. Ну и мускусная свеча, которую рекомендую ставить на ночь через день хотя бы 30 раз. Также хорошо попринимать препарат Рутин, а также препарат Бактамакс по 2 таблетки 3 раза в день вместе с препаратом Гемморфит по 2 таблетки или даже по 3 таблетки 3 раза в день. Хато Сатуна. У меня ТСК. Выписала лопчатку тератозин. Скажите, как попить, что еще добавить? Вы правильно выписали. Лопчатку и тератозин принимайте по 2 таблетки 3 раза в день. Еще нужен, по идее, D3 йод по 2 таблетки 3 раза в день. Здравствуйте, имею 4 опухоли на щитовидной железе. С каждой стороны по 2. Что посоветуете мне? Необходимо однозначно на 100% знать, не является ли данной опухоли проблемой онкологического характера. То есть первое, что необходимо сделать, это биопсия, гистологические исследования или контраст. После чего необходимо для себя определиться, если это онкологическое заболевание, то обратиться к онкологу. В случае, ежели это заболевание просто узловой зоб, то необходимо лечить нашими препаратами. Это препарат Миомакс, препарат лопчатка, тератозин, далее стволовые клетки в виде эмбрионального коктейля. По четверть чайной ложки на стакан воды, даже 2 раза в день. При этом хорошо на уровень горла или узлов накладывать глину обычную, аптечную, смешанную напополам с своей мочой. Колокольчик капранула. Нет. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в свежие ягоды, если добавить сахар, теряют ли они свои полезные свойства? Теряют. Если подскажете, есть ли какие-то профилактические средства при начальных стадиях проблем с суставами? Можно ли убрать небольшие деформации на суставах, на пальцах? Можно убрать деформации, если снижать. Кстати, сегодня я говорил об инсулинорезистентности. Так вот, инсулинорезистентность приводит и к появлению оксалатов.
То есть в случае, если не соблюдать диету, то оксалаты будут всегда. Естественно, устранение вот таких оксалатов, которые в дальнейшем и приводят к деформации суставов, можно убрать с помощью увеличения приема калий содержащих продуктов питания, а также просто применением БАДов с высоким содержанием калия. К таким относятся два препарата моей компании. Один называется Уралис, а другой Манкулит. Как их принимать? И Уралис, и Манкулит принимайте по 1 чайной ложке на 1 стакан воды 1 раз или 2 раза в день. Андрей Андреевич, будьте здоровы и счастливы. Уникальный человек. Спасибо, очень приятно. Все для вас. Марина, спасибо за подробную информацию о жир-стрессе. Подскажите, нужно ли обязательно соблюдать употребление за 30 минут до еды? Желательно, да. Еще принимаю калин. Можно ли совмещать? Да, совершенно безопасно. Геморрой ответил. Скажите, свежие ягоды ответил. Я восхищаюсь, так много знаете. Я хочу для бытового пользования изучать. Изучайте меня. Лариса Ковалева. Здравствуйте, помогите. Болею больше 5 лет хронической простудой. Врачи не знают, что предлагают. Спящий вирус герпеса 3 и 4 типа, одновременно очень сильная потливость. Лекарства не помогают, только на время иммуномодулятор. Очень болят суставы. Сейчас принимаю аурум и смешанный эмбрио. Брызгаю в рот 4 раза в день. Подскажите, пожалуйста, что делать, чтобы исцелиться? Начните делать вот с этим эмбрио ингаляции. Можно эмбрио и золото делать в виде ингаляции по 10 минут 1 раз в день. Также возьмите 4 слоя марли, сложите или вложите эти 4 слоя в повязку, которую вы носите на улице, марлевую повязку, и набрызгайте на эту марлю водку обычную, хорошего качества. Носите на себе марлю с водкой 1,5-2 часа. После этого час перерыв вы вновь носите. На ночь брызгайте водку на подушку и спите на такой подушке. Делайте так на протяжении 15 дней, проблем с легкими у вас не будет. Также можете делать ингаляции с эмбрионазином. Очень поможет. Ни жара, ни холода не будет. Будете очень хорошо себя чувствовать. Быстро при этом. Мне 47, бросает то в жар, то в холод. Это может быть вегетосудистая дистония. Также это может быть климакс. 49 лет может быть. 47 тоже. Понимаю, что идут изменения в женском организме. Народные средства могут помочь? Да, могут помочь. Каким образом? Берете железный гвоздь, накаляете его на плите, так, чтобы он накалился до красного цвета. После чего макаете его в холодную воду и делаете так, повторяете так до 10 раз. 1 стакан такой воды 3 раза в день. Принимать по 3 стакана или по 1 стакану 3 раза не имеет значения. Очень помогает, прямо рекомендую. Сыну 27, бывает не хватает воздуха. Гипертоническое заболевание. Не получается дышать полной грудью. Это гипертония. Это бывает при разговоре и ночью. Продолжается. Это все у вас гипертония на фоне инсулинорезистентности. Обычно у детей это и начинается в возрасте 27. А уже к 30 начнется гипертоническая болезнь 1 степени, а к 35 будет 2, а уже к 45 будут возможно инфаркты или инсульты. Ограничивайте количество употребления глюкозы, физическую активность, давайте жир-стресс ребенку. Что это такое? Никаких сосисок, потому что в сосисках находится очень мало мяса, все остальное это крахмал и соевый гидролизат или гидролат. И это сосиски опаснее, чем шоколадки. Как люди сейчас питаются? Сосиски до шоколадки. Люди, будете питаться сосисками да шоколадками, умрете. Я вам это гарантирую, никакие БАДы не помогут. Вам напрямую надо сразу в больничку. Не ко мне, правда. Никакие не мантры, ничего. Если человек кушает сосиски, шоколадки, запивает сладким чаем, пьет периодически алкоголь, конец ему. Это будут инсульты, будет сахарный диабет 2 типа, ожирение или наоборот на фоне худобы, повышенное давление, раздражительность, психические заболевания, гормональные процессы, спаечные процессы и так далее. Никаких, запомните, не ешьте, как говорил профессор Преображенский, это будет говорить профессор Дуйков. Никогда, ни при каких условиях не ешьте колбасные изделия. Вообще, а какие можно? Никакие нельзя. Не ешьте, выкиньте их.
Особенно вареные колбасы, особенно колбасы, которые прошли, особенно сосиски, особенно сардельки. Это опасно для человека, это яд, это хуже коронавируса. Не ешьте. Выбросьте шоколад, конфетки, печенье. Не покупайте, я знаю, что это дешево. Не покупайте, не нужна вам такая еда. Она плохая. Газированную воду, там, кока-колу, там что-либо сладкое такое. Не надо, не ешьте этого, это плохо для человека. Вы не сможете прожить долго, вам потом ничего не поможет. Не делайте этого с собой. Ешьте мясную пищу. Если вы вегетарианцы, пейте коктейли. У нас есть коктейль называется Starway серебро. В нем не используется гидролат белка, гидролизат все-таки, да. Используется гидролизат белка животного, используется исключительно соевый. Вот такой соевый белок и соевый и бобовый можно использовать вот в таком коктейле для тех, кто вот себя ограничивает в употреблении животных белков. Поэтому обязательно это делайте. Так человек может очень заболеть. Я сейчас уже, вот мода на вегетарианство уже закончилась. И моими пациентами являются вегетарианцы с большим стажем. При этом у этих вегетарианцев есть такие же проблемы, как у обычных людей. Это инсулинорезистентность, артериальная гипертензия, это сахарный диабет второго типа, это заболевания глаз, заболевания кожи, папилломы, экземы, нейродермиты, грибки на ногах. Это все такие же заболевания. Ну слушайте, разве оно того стоит? Ну, я понимаю, кто-то не хочет просто понимать, что из-за него умирает живот. Подскажите, пожалуйста, подростку 15 лет поставили диагноз варикоцеле, можно ли избавиться без операции? Есть боли внизу живота. Да, можно избавиться, рутин и Бактамакс принимать по 2 таблетки 3 раза в день. Также каждый день народный способ использовать. Заваривать 1 чайная ложка порошка мускатного ореха на стакан воды. Принимать по 1 стакану воды, ну, желательно 2 раза в день. Делать это на протяжении 6 месяцев. И вот такой проблемы варикоцеле больше не будет. Заказала капли Дремин для папы. 73 года. Подскажите, как правильно использовать? Берете капли Дремин, они вот так открываются. Здесь есть пипетка. Набирайте полную пипетку, желательно. Но она не набирается полная, там 2 по пол пипетки набирайте в стакан с водой и небольшими глотками перед самым сном человек должен это выпить. После этого будет спать. Сейчас я спрошу у нашего Александра, который находится в зале, принимает ли он капли Дремин. Принимаешь? Да. Ну и как? Сплю. Спит, говорит, да. У меня есть женщина, которая имеет психическое заболевание, она не спит по ночам. И это длится уже много лет. При этом ей не помогает кветерон, не помогают снотворные никакие. И у нее уже были такие тяжелейшие состояния, не помогает ей. У нее уже было там 4 или более количество раз лечения в психиатрической клинике. Она мне написала письмо в 5 машинописных листов о том, она мне написала такое письмо, как Рикки-Тикки-Тави о мангусте или лангусте, я не помню, мангусте, да. То есть там и такое хорошее, и такое. Она пишет, что наконец-то она спит хотя бы 4-5 часов, но она пишет, что сон стал глубокий, мягкий, с приятным пробуждением, с очень приятным засыпанием. Я могу сказать, что это правда. Сам я использую тоже данные капли. Мне очень нравится, потому что количество сна увеличилось, ощущение просыпания хорошее, такая появляется мягкость какая-то с утра, желание жить. Великолепно. Нет одурманенности, они совершенно не имеют никакого побочного эффекта. Минус просто очень неприятные на вкус. Вот и все. А в остальном все хорошо. Вы знаете, лекарства. В таблетках их сделать невозможно, к сожалению. Добрый день всем. Андрей Андреевич, купила вчера СНГ 50, приобрела целительство 2, с удовольствием изучаю, спасибо.
если не трудно, не имеют по ночам руки, уже, наверное, месяца не менее левого мизинца. Вызывала на дом врача, назначил курс, проколола уколы, не помогло. Думаю, проблемы в шейном отделе. Вы правы. Проблемы в шейном отделе необходимо убирать моей мазью, которая называется вертебрализовая. Она единственная мазь, в которой находится действующее вещество папаин. Вот этот папаин в концентрате, который есть в этой мази, устраняет стенозы сосудов. Также может помочь прикладывание солевой уксусной салфетки или концентрированная соль на 1 стакан не менее чайной ложки йода, солевые йодовые салфетки, солевые уксусные не менее 2-3 столовых ложек столового уксуса прямо накладывать на места, где есть вот такая боль. Также от стенозов или для того, чтобы убрать стенозы, есть препараты Гваргин, также препарат здоровые сосуды, также препарат Рутин и Бактамакс. Из препаратов, которые можно приобрести в аптеке, можно попробовать аскорутин. Почему-то препарат Эмбрио Плюс очень хорошо почему-то помогает при заболеваниях стеноза сосудов. Хотя его основная функция восстановление функциональной деятельности метаболизма кишечника. Так, непонятно. Как избавиться от кист печени? Любые кисты в яичниках, в печени, надпочечников есть следствие употребления глюкозы. Невозможно избавиться от кист где-либо, от эндометриоза где-либо, где-либо понятно. Невозможно избавиться от кист где-либо, от доброкачественных опухолей где-либо находящихся, если в рационе питания не устранить глюкозу и не увеличить физическую активность для того, чтобы убрать инсулинорезистентность. Без жирстресса бессмысленно. Гликоцитрохромин, жирстресс, галит. Вот таким образом кисты в печени. У меня папулин обязательно. Арина, у меня ничем не снижается давление. Связано ли это с почками? Нет, это связано с инсулинорезистентностью. Начинайте устраивать. Такое ощущение, как будто вы не увидели данный вебинар. Я очень рекомендую всем людям, которые сегодня находятся, посмотреть еще раз с самого начала тот вебинар, который вы слушаете. Это правда очень интересно. Я сегодня рассказал о том, о чем вы меня сейчас спрашиваете. То есть то, что у вас суставы болят, то, что у вас артроз суставов, то, что у вас атеросклероз, который привел вас к тому, что сейчас сосуды имеют стенозы. Это все говорит о том, что вы, скорее всего, имеете клиническую, я хочу еще раз сказать, клиническая отличается от патологической. То есть в случае, если у вас клиническая инсулинорезистентность, которая видима, она проявляется именно в том виде, который у вас уже есть. То есть это стеноз сосудов. Почему стеноз сосудов? Почему это вообще происходит? Потому что инсулин, он сам по себе при своем увеличении стихийно начинает участвовать в более быстром расщеплении жиров, которые должны по идее выводиться. Эти жиры, они откладываются в артерии, приводя к атеросклерозу. В дальнейшем в этих местах проявляется сужение, а также появляются нагрузки. Нагрузки могут проявляться еще и на слизистые оболочки. То есть может снижаться или сужаться сфинктер пищевода, что дает человеку замедление глотания. Увеличивается количество эозинофилов, что может привести, нейтрофилов вернее, что может привести в дальнейшем к появлению аллергии у человека. Изменяется общий гомеостаз крови, изменяется метаболизм, появляются вот эти метаболические все процессы. Я хочу вам сказать, без применения белковой пищи, без увеличения физических нагрузок, без активного хоть чуть-чуть образа жизни, без вспотевания на протяжении дня, без устранения глюкозы в рационе питания невозможно ничем вылечить ни артериальное давление, ни атеросклероз, ни высокий холестерин. Ничего. Невозможно. Уважаемые господа, начните с этого. Я вам прямо очень рекомендую. Послушайте еще раз этот вебинар и начните с рациона питания. Устраняйте глюкозу. Устраняйте. Делайте однодневные голодания на воде или двухдневные на воде. Увеличивайте физические нагрузки. Ходите в бани, парьтесь. Обязательно, чтобы из вас жидкость выходила.
Это все поможет вам. Но я вам правда говорю. Опухоль в почке — это узел? Ну, я не знаю. Это может быть в том числе и киста, и узел, и онкологическое новообразование. Будь что. Как можно убрать вашими препаратами? Дочке на бородавку капнула жидкий препарат папилломус, после чего на запястье руки остался круглый шрам с тонкой кожей, очень заметный. А от бородавок я рекомендую использовать мою мазь от бородавок. Она очень эффективна. Бородавки исчезают на глазах. От заболеваний, грибка на ногтях я рекомендую использовать противогрибковую ручку-карандаш. Вернее, роликовую ручку от грибка. Как убрать вот такой белый ожог или рубец? Для этого поможет творожок. Накладывайте творожок напополам замешанным с белком куриного яйца. Делайте это ежедневно, можно под лейкопластырь в виде аппликации на длительное время, и тогда все исчезнет. Подскажите, как эзотерический? У нас разве эзотерический? Перелом пятиплюсневой кости. ТФ уже пью. Если возможно, расскажите о первопричинах переломов, чтобы можно было откорректировать свое поведение, мысли, больше ничего никогда не ломать. Все проблемы того, что человек начинает ломаться, все это связано с тем, что человек очень торопится жить. Жить нужно в удовольствие, а не как выживать. Знаете, как выживать — это хорошо, и обычно так люди и живут. Почему ломают? Человек ломает что-либо, потому что это единственный способ его успокоить и заставить его принципиально и принудительно отдохнуть. Поэтому, когда вы будете лежать, старайтесь максимально отдыхать. Что такое нагрузка? Нагрузка может быть психическая, чувственная, а также физическая. В беготне бесконечной, в процессе выживания человек забывает о том, что необходим отдых. И вот такой отдых ему необходим, а когда это накапливается, то он начинает ломать руки и ноги и так далее. Обращайте внимание на свое тело. Корректируйте, научитесь находить в себе состояние радости внутренней. Здравствуйте. Боль в стопе правой ноги посередине и правее краю. Боль тянущая. Вот такая боль в том месте, которое вы показали с той стороны, говорит о том, что у вас есть проблемы тромботизации сосудов. Принимайте препарат Рутин, легка хода, легкая походка. Дальше Бактамакс. Смазывайте вот это место мазью вариковазиновой, и все исчезнет. С вами был Андрей Дуйко, мой официальный канал «Тибетская формула» aduiko.com. Вы можете перейти прямо сегодня или прямо сейчас на мой официальный сайт aduiko.com, подобрать для себя препараты. Данный сайт сейчас немного видоизменен, в дальнейшем мы будем его еще немножечко видоизменять. На данном сайте на сегодняшний день гораздо легче ориентироваться. Биодобавки в каталоге товаров — это препараты, которые имеют в составе своем вещества из растительных трав. Золотые капсулы — это препараты, в составе которых ароматические масла. Цитраты — это препараты, в составе которых находятся наноаквахилаты металлов. Витамины, в составе которых находятся активные витамины и минералы. Капли, о которых я рассказываю, в составе которых находятся высококонцентрированные экстракты или смеси экстрактов растений. Фиточаи, в составе которых находятся лекарственные растения. Лечебные мази и бальзамы, эфирные масла и спортивное питание, о котором я сегодня вам рассказывал. Все это можно приобрести на нашем сайте или на моем сайте aduiko.com. До свидания. Оставляйте ваши вопросы или пишите ваши вопросы в Instagram. Ой, вот так надо показывать. Мои страницы Instagram. Я постараюсь вам дополнительно ответить. А также на моей странице Facebook, которая называется Дуйко Кайлас и РТЕ.
Я постараюсь вам на ваши вопросы ответить дополнительно. Найти меня в Facebook можно по этому адресу. И написать вопросы тоже можно прямо вот в этой группе. До свидания. Еще раз, живите здоровьем, следите за физической активностью, устраняйте или убирайте высокое количество глюкозы из своего рациона питания, увеличивайте прием белковой пищи